Прорыв армии РФ на фронте, заявление обращения Путина к Западу и ВСУ. Признание проблем и дефицита бензина. Россия вводит режим повышенной готовности. Вывод российских войск из региона какого? Заявление главы государства. Загадочная смерть высокопоставленного военного ВСУ. Что случилось с комбригом? РФ намекает на ликвидацию. Взрывы, эвакуация в Германии. Режим ЧП. Военный полигон в огне. Мазепа вместо Ленина, герои Украины и реакция России на памятники в Киеве. Трампа обвинили в кумовстве и коррупции. Байден проехался по преемнику. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 29 июня на календаре. Я начинаю. Россия готова закупать бензин за рубежом. Москва рассматривает импорт топлива как один из главных способов спасти внутренний рынок от дефицита и скачков цен. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, правительство уже запустило две ключевые меры для стабилизации ситуации. И первая из них – это закупка нефтепродуктов за границей. Новак подчеркнул, что для импорта уже созданы специальные налоговые льготы, чтобы обеспечить экономику топливом. Тем временем в Иркутской области введен режим повышенной готовности. Это необходимая мера, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, заявил местный губернатор. На улице также будут выведены силовики, представители Росгвардии, для того, чтобы обеспечить общественный порядок в очередях на АЗС, говорится в публикации губернатора Кобзева. На заправках сети «Роснефть», кстати, ввели ограничения. Физлицам продают не больше 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Россиян призвали успокоиться. Сейчас наша основная задача – снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях. Также мы продолжаем переговоры, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС и сократить очереди на заправках. Я понимаю и разделяю тревогу жителей региона. Все меры, которые мы сейчас принимаем, направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Уже вечером 28 июня Путин провел экстренное совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом и впервые признал проблемы. В частности, очереди, отсутствие части марок бензина, что крупнейшие НПЗ уже перешли на максимальную мощность работы, при этом уверяют, что запасы составляют 1,7 миллиона тонн бензина. Но при этом Путин объявил о введении запрета. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Кроме того, Москва ввела ограничения в области на АЗС, Газпромнефти, Лукойла и Тыбойл вводятся ограничения на продажу топлива. Путин резко обратился к Западу. На заседании съезда «Единой России» он заявил, что Россия уверенно противостоит беспрецедентному давлению и санкциям со стороны западных элит. Путин заговорил о перевороте в России и уверяет, Западу не удастся раскачать внутреннюю политическую ситуацию и нанести стратегическое поражение РФ. Он также уверяет, что попытки разговаривать с Россией с позиции силы или избавиться от нее как от мирового фактора никогда не увенчаются успехом. Путин готов объявить о победе. В его заявлении говорилось, что победить РФ военным путем также нельзя. И сейчас долг Единой России – сделать все для этой победы. Удары Украины по НПЗ, которые Зеленский назвал операцией по принуждению Путина к миру, сам Путин назвал террористическими и заявил, что Запад финансирует войну. Кроме того, говорит об отступлении войск, но не России, а ВСУ. Продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим действиям. И за воскресенье у Путина было 3 больших выступления, и в последнем он внезапно заявил о прорыве армии РФ на фронте, обратившись к ВСУ. В частности, украинцам он сказал, что их атаки не дадут навязать России условия для переговоров. Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на 4 участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом.
Путина при этом раскритиковали свои. Z-военкоры возмущены рядом заявлений. В частности, Путин уверяет, что войска РФ подошли к Доброполью, а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Это была цитата. Российские Z-военкоры задаются вопросом, кто врет Путину, ведь это не так, и рубежи есть. Согласно мониторинговому каналу Deep State, до Доброполья России еще более 5 километров. А Путин также сказал, что до Сум осталось 10,5 километров. Украина при этом заявляет о 23 километрах. До Славянска Путин говорит, что ВС РФ осталось 8-9 километров, а украинская сторона уверяет, что практически в 2 раза больше. На заявление Путина уже есть реакция Киева. Там высмеяли Кремль, намекнув, что в словах Путина слишком много побед на фоне реальной ситуации. Цитирую. «Ты говоришь так, будто вот-вот выиграешь войну. Уже 5-й год подряд. Ты начал агрессивную войну, рассчитывая победить быстро. Не достиг ни одной цели, потеряв 1,3 миллиона человек более чем за 4 года. Твои медленные продвижения буксуют. Война возвращается на твою территорию. Это прямо победитель». Доклады, отчеты, как считаете, правильно ли доносят об обстановке на фронте в высшие кабинеты, с учетом того, что большая война длится уже 5-й год, а в целом больше 12? Напишите в комментариях. Вывод российских войск из региона. Заявление президента. Приднестровье может лишиться сил армии РФ в результате будущих международных переговоров по завершению войны в Украине, на что очень рассчитывает официальный Кишинев. Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что незаконное нахождение российского военного контингента остается главным препятствием, однако это не заблокирует евроинтеграцию республики, которая, как и Украина, недавно открыла первый кластер переговоров с ЕС. Санду заявила, что судьба Молдовы решается исключительно в Брюсселе, поэтому у Кремля нет права вето на вступление Молдовы в Евросоюз. Санду выразила надежду, что в рамках грядущего глобального мирного урегулирования европейские партнеры окажут максимальное содействие в окончательном решении приднестровского вопроса. Приднестровский регион является частью Республики Молдова, и, конечно же, мы обсуждаем в том числе и его. Самая большая проблема – это незаконное присутствие российских войск. Очевидно, что каждый раз и мы поднимаем этот вопрос, и они поднимают этот вопрос, и мы надеемся, что вместе сможем решить эту проблему. Есть также злоупотребление в отношении наших граждан, которых задерживают на левом берегу реки Днестр, задерживают без каких-либо оснований, даже на этом административном рубеже и так далее. Вторжение зеленых человечков на территорию стран НАТО, страны Балтии под прицелом. Варшава обвиняет Москву в подготовке пересечения границы ЕС. Россия способна вести боевые действия еще несколько лет, а следующей целью могут стать государства Балтии. Эти заявления сделал руководитель польской разведки полковник Павел Шота. Он уверен, что Путин стал заложником собственных неудач в Украине и теперь ищет пути для непредсказуемой эскалации. Польская разведка считает, что главная опасность заключается в возможном задействовании сценария с зелеными человечками, то есть бойцами без опознавательных знаков по отработанному в Крыму образцу, пишет Rzecz Pospolita. На фоне развертывания российских ядерных систем в Беларуси польские спецслужбы объявили, что не намерены оставаться в позиции пассивного наблюдателя и готовы к наступательным действиям. Россия систематически сдвигает красные линии, проверяя реакцию НАТО. Стоимость таких провокаций для Москвы низкая, а Альянс реагирует в основном политически, что поощряет дальнейшую эскалацию, указывает глава польской гражданской разведки. Напомню, в России неоднократно реагировали на заявления представителей Запада о фактически неизбежной войне и нападении РФ на страны НАТО и ЕС. А Путин уверял, что это истерия и бред, а Лавров предложил Западу сделку – подписать документ о ненападении на Европу. Загадочная смерть высокопоставленного военного. Найден мертвым командир 154-й отдельной механизированной бригады. В воскресенье 28 июня было обнаружено тело полковника Владимира Канонникова. Об этом официально сообщило оперативное командование ЮК. Командование ВСУ уверяет, что полностью содействует следствию и призывает журналистов не плодить слухи, уважая покой семьи погибшего офицера, которого сослуживцы вспоминают как преданного делу и ответственного командира. Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования.
Полиция при этом уже сообщила, что командира нашли с огнестрельным ранением. Уголовное дело открыто по статье «Умышленное убийство». В то же время Z-каналы без уточнения деталей написали, что к смерти командира причастна российская армия и на линии фронта. Отмечу, что свое первое интервью за все время войны Канонников дал буквально в марте этого года для YouTube-канала ТСН. Он уточнял, что работает на Гуляйпольском направлении, это Запорожская область. Тогда говорил, что глухая оборона не ведет к победе, поэтому ВСУ обязаны проводить локальные контратаки для улучшения тактического положения. Армия приведена в высшую степень боевой готовности, войска подняты по тревоге. Передвижение техники по стране. Казахстан объявил о начале масштабных маневров с 29 июня по 2 июля. В ведомстве уверяют, что эти мероприятия носят плановый учебный характер и направлены на отработку действий личного состава и подразделений в условиях максимальной готовности. В эти дни по стране ожидается передвижение военной техники, а отдельные подразделения совершат марши на полигоны и в учебные центры. На некоторых участках дорог в регионах возможны временные ограничения движения. Минобороны призвала граждан, пользователей соцсетей и СМИ ориентироваться исключительно на официальную информацию, не распространять непроверенные сведения. ЧП на западе Германии, взрывы и эвакуация населения из-за аномальной жары, которая спровоцировала масштабные лесные пожары, в том числе на бывшем военном полигоне. Власти срочно эвакуировали всех жителей муниципалитета Трайзен, около 650 человек, сообщает Тагешау. Там сейчас взрываются снаряды, и по данным издания, ранее этот участок использовался как место утилизации боеприпасов. Взрывы усложняют работу экстренных служб. До 2 часов ночи жители домов в радиусе 1 километра от очага возгорания были обязаны покинуть свои дома. Для эвакуированных организовали временный пункт размещения. Кроме того, власти округа предложили пожилым и больным людям, а также матерям с детьми младше 3 лет обратиться за помощью, чтобы им предоставили номера в гостиницах. Трамп – нарцисс, коррупционер и лузер. Целый шквал обвинений в адрес президента США высказал его предшественник Джо Байден. На вечере Демократической партии в Мэриленде он высмеял распиаренные проекты Трампа. От сноса восточного крыла Белого дома ради нового бального зала до реконструкции зеркального бассейна у мемориала Линкольна почти за $15 миллионов, который после ремонта зацвел и покрылся водорослями. Также экс-президент обвинил президента действующего в кумовстве. По словам Байдена, контракт стоимостью $1,7 миллионов на установление фильтров в бассейне без конкурса получил сосед Трампа по клубу Мар-а-Лаго. Трамп подорвал авторитет США в мире больше, чем любой другой президент в истории, подытожил Байден. Этот отражающий бассейн отражает нечто куда более страшное, чем нарциссизм и некомпетентность, лежащие в основе этой администрации. Он отражает коррупцию, наглую, откровенную коррупцию в масштабах, которых Америка не видела ни при одной администрации за всю свою историю. С момента возвращения в Белый дом Трамп заработал миллиарды долларов. Мазепа вместо Ленина. Зеленский анонсировал новый памятник в центре Киева. Накануне в День Конституции Зеленский открыл бюст гетьмана Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре. Мазепа – один из самых величайших украинских гетьманов, государственных деятелей и меценатов, заявил Зеленский. Также на Банковой считают, что фигура Мазепы заслуживает полноценного памятника в самом центре Киева. И для монумента уже есть символическое место, сказал Зеленский. Это площадка на бульваре Тараса Шевченко, где во время Евромайдана был снесен памятник Ленину. Там, где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа, считает Зеленский. Именно благодаря покровительству Ивана Мазепы Киево-Печерская лавра приобрела свой величественный облик. Были возведены крепостные стены и оборонительные сооружения, обновлены храмы, а также получили развитие типографии и книгопечатания. Его вклад навсегда стал частью истории этой святыни. В МИД РФ, комментируя открытие памятника в Киеве, вспомнили про творчество Тараса Шевченко, который критиковал Мазепу в своих произведениях. Это и грустно, и смешно. Грустно, потому что в 21 веке целому народу заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжи. Смешно, потому что Тарас Шевченко ненавидел Мазепу. В этот же день в офисе Зеленского прозвучало: «Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать,
какие праздники отмечать или какую историю изучать. Так, глава Офиса президента Буданов отреагировал на новость о том, что Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об украинском национальном пантеоне, призванном почтить память выдающихся украинцев. Зрители из Украины, а кому бы вы поставили памятник, если бы была такая возможность? Кто для вас герой? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Стармер нацелился на НАТО после Даунинг-стрит прямо в штаб-квартиру Альянса. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность возглавить НАТО после ухода с поста главы правительства. Пост генсека Альянса, который сейчас занимает Рютте, станет вакантным в 2028 году. Однако путь к новому назначению будет непростым, пишут западные медиа. Стармеру нужно сохранить мандат депутата Палаты общин, а также заручиться поддержкой своего вероятного преемника Энди Бёрнема, поскольку именно британское правительство должно официально выдвинуть его кандидатуру. В свою очередь, сторонники Стармера напоминают о репутации еще действующего премьера, которая может поспособствовать назначению. 2 авиатрагедии за один день. В Саудовской Аравии произошла авиакатастрофа рядом с одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов страны и в целом Ближнего Востока. В городе Рас-Танура разбился вертолет нефтяной компании Saudi Aramco. Все 14 человек, находившихся на борту, погибли. Об этом сообщили государственные СМИ. Катастрофа произошла всего через 2 дня после того, как Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти через терминал в Рас-Тануре, простаивавшие почти 4 месяца на фоне войны США и Израиля с Ираном. При этом власти Саудовской Аравии заявляют, что не связывают крушение вертолета с возможной атакой на нефтяную инфраструктуру. Ведется расследование. Этот НПЗ уже несколько раз становился целью атак. В частности, в начале конфликта он подвергся удару иранского беспилотника, который вызвал пожар и частично остановил работу предприятия. Позже СМИ сообщили о падении гражданского одномоторного самолета на северо-востоке Франции в городе Томблен. Выжить не удалось никому. Погибли пилот и 2 группы парашютистов, всего 11 человек. Как заявили местные власти, предварительно самолет мог получить повреждения еще в воздухе, судно практически вертикально упало на землю. Сейчас правоохранительные органы устанавливают детали этой катастрофы и факторы, приведшие к потере контроля над самолетом. В других выпусках также много ответов на вопросы и событий. Друзья, переходите на следующее видео, смотрите и до встречи уже завтра.